Всем привет, друзья, с вами Jackson Code, и в этом видео мы рассмотрим жизненный цикл скриптов в Unity, наследованные от MonoBehavior. MonoBehavior — это базовый класс, от которого наследуются все скрипты в Unity. У него есть множество методов, но в этом видео мы рассмотрим часто используемые. Поэтому подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующее видео, и мы начинаем. Для начала создадим новый проект в Unity и назовем его Lesson Life Cycle. Создадим на сцене куб и в папке Asset создадим скрипт тест и открываем его. По умолчанию создается два метода – Start и Update. Но давайте мы по порядку будем создавать методы, которые мы рассмотрим. Первый метод – это Awake. Он всегда вызывается до любых методов Start, и также после того, как prefab был вызван в сцену. Давайте пропишем в нем инструкцию для вывода в консоль слова Awake при вызове метода Awake. Сохраняем. Кидаем скрипт на объект куб и запускаем сцену. Переключаемся на консоль и видим, что у нас вывело слово Awake, потому что Awake вызывается при запуске сцены. Если мы выберем объект куб и посмотрим в инспектор, на нем есть компонент тест, и он активный, так как стоит галочка возле него. Но что произойдет, если мы уберем галочку? Будет ли выполняться метод Awake? Давайте посмотрим. Убираем галочку и запускаем сцену. И видим, что в консоль вывела надпись Awake. Так как же так произошло? Мы же отключили компонент тест. А это все из-за того, что даже если мы отключим компонентный объект, но объект есть в сцене, в нем все равно сработает метод Awake при запуске сцены, или когда объект будет вызван на сцену. Давайте создадим из объекта prefab. Для этого перетянем его из иерархии в Asset. Запустим сцену. Перетащим prefab на сцену. И увидим, что у него сработал метод Awake. Итак, запомните, метод Awake вызывается первым при запуске сцены и при вызове prefab в сцену. Пойдем дальше. После Awake вызывается метод onEnable. OnEnable вызывается, когда объект появляется на сцене. Давайте откроем скрипт и создадим метод onEnable. Напишем в нем инструкцию вывода и закомментируем код в Awake, чтобы он нас не отвлекал в консоли. Сохраняем. Переходим в Unity и запускаем сцену. В консоли вывело onEnable. Теперь давайте выберем куб и в инспекторе уберем галочку напротив названия объекта. Куб пропал со сцены, а теперь давайте заново его вернем, и мы увидим, что в консоль снова вывело onEnable. Это нам говорит о том, что метод onEnable вызывается каждый раз, когда объект со скриптом появляется в сцене. Остановим сцену и переходим назад в скрипт. Теперь напишем инструкцию вывода надписи Start в методе Start и закомментируем инструкцию в методе onEnable. Сохраняем и переходим в Unity. Запускаем сцену. В консоли вывела надпись Start. Метод Start вызывается только при старте сцены. Останавливаем сцену и возвращаемся в скрипт. Дальше мы рассмотрим сразу два метода – Update и FixUpdate. Метод Update вызывается при каждом кадре, а метод FixUpdate вызывается каждый промежуток заданного времени, по умолчанию 0,2 секунды. Давайте напишем инструкции для этих методов. В Update пишем Update плюс Time Delta Time. А в FixUpdate пишем FixUpdate плюс Time Delta Time.
Time Delta Time — это время в секундах, которое потребовалось для отрисовки последнего кадра. Сохраняем. Переходим в Unity и запускаем сцену. Поставим на паузу и посмотрим, что у нас вывело в консоль. Как мы видим, Fix Update вызывается каждые 0,02 секунды, а апдейт по-разному. Используйте Fix Update, когда вам нужно просчитать физику, например, когда работаете с Rigid Body. А апдейт используйте, когда не нужно просчитывать физику, например, считывание нажатия или отрисовку интерфейса. И последний на сегодня метод — это onDisable. Переходим в скрипт. Пишем инструкцию для метода onDisable. Закомментируем методы update и fixUpdate и сохраняем. Переходим в Unity и запускаем сцену. Уберем галочку возле названия объекта и увидим, что в консоль вывела надпись onDisable. onDisable вызывается, когда объект становится выключенным. Теперь давайте перейдем в скрипт и раскомментируем все инструкции. Сохраняем и переходим в Unity. Запускаем сцену и поставим на паузу. Переходим в самое начало консоли, и мы увидим, в каком порядке запускаются методы при старте сцены. Первым идет Awake, далее onEnable, затем Start, затем fixUpdate и за ним Update. На этом у меня все. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и задавайте вопросы в комментариях. Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие ролики, и всем добра!